Здравствуйте, мальчики и девочки, студентки и студентки. Продолжаем с вами решать задачи и готовиться к единому государственному экзамену по теме движения тела, брошенного под углом к горизонту. И сейчас мы с вами разберем задачку из очень хорошего сборника, сборник задач по физике для 10-11 класса Московкиной Елены Геннадьевны и Волкова Владимира Анатольевича. Задача 8.3. Итак, сейчас мы с вами этот так называемый шарик и будем бросать. Вот когда решается задача, нужно представить себе, что происходит. Вот у нас шарик, который бросают с какой-то скоростью v нулевой. Кстати говоря, эта скорость в нашей задаче известна. v нулевое 12 метров в секунду. И уголочек тоже дан. Интересный уголочек, 45 градусов. Вот. Мы обязательно поговорим в каких-нибудь задачах вот, про этот угол. А сейчас мы рисуем, что будет происходить с этим, так сказать, шариком, который вот приземляется вот здесь. Вот. Кстати говоря, вот этот вот уровень, который у нас принимается, это очень нужно и очень важно понимать, это тот уровень, да, вот броска, вот видите, вот шарик вылетает сейчас, вот, да, и вот здесь вот это у нас и есть, то есть отсчет у нас ведется именно отсюда. То есть я к чему это говорю? Вот если у нас вот тут вот на земле, да, стоит человечек какой-нибудь, да, вот он, который сейчас вот этот шарик будет бросать, то высота здесь не учитывается. То есть мы рассчитываем с вами вот именно вот это вот движение. Вот оно. Понимаете, да, в чем дело? То есть вот у нас отсчет от чего ведется. Вот, это тоже нужно понимать. Ну, хорошо. Короче говоря, значит, бросаем этот шарик, и мы должны найти время, в течение которого этот шарик находился в полете. То есть все время движения. И я вам сейчас расскажу, как можно решить эту задачу двумя способами. Что мы должны знать? Ага. Я вот несколько раз говорил, что вот этот глаз, который смотрит, он понимает только то, что происходит по оси Y. G всегда ускорение свободного падения направлено вниз. Так вот, он понимает, что происходит по оси Y. А по оси Y, я лишний раз напоминаю, это движение тела, брошенного вертикально вверх. А мы знаем, что при движении тела, брошенного вертикально вверх, время, в течение которого мячик, шарик поднимается до наивысшей точки, и время, в течение которого он падает, это два абсолютно одинаковых времени. То есть, вот время, когда шарик поднимается до самой верхней точки, которую обозначу через Т1, и время, в течение которого шарик будет падать, Т2, это два абсолютно одинаковых времени. Т1 равняется Т2. А вот их сумма, Т1 плюс Т2, это будет большое время, то есть все время, в течение которого тело находилось в воздухе. Я его обозначаю большой буквой Т. Так вот, в данной задаче мы это Т с вами и должны найти. Ну хорошо. Первый способ, как я уже сказал, смотрите. Начальная скорость, когда начальная скорость всегда раскладывается в этих задачах сразу же на две составляющие. По оси Х это будет v нулевое косинус альфа, потому что вот этот катет лежит рядышком с уголком, а здесь будет v нулевое синус альфа. Так вот, нас сейчас будет интересовать только то, что будет происходить по оси Y. А по оси Y будет происходить что? Шарик поднимается вот до наивысшей точки.
в этой самой точке vy становится равной нулю. А vx как было, так и остается. Вот оно. vx. Причем vx, для справочки, это v нулевое косинус альфа. Потому что по оси x скорость в любой точке будет оставаться одинаковой. Тело-то движется равномерно и прямолинейно по оси x. Но нас интересует, как я сказал, все, что происходит по оси y. Значит, vy равняется v нулевой y отнять gt. Вот оно, стандартное уравнение. Что будет происходить со скоростью, когда тело движется равно ускоренно или равно замедленно? Чтобы найти скорость, нужно изначальной скорости отнять произведение ускорения на время. В данной ситуации отнять, потому что сила тяжести-то вниз, а ось-то мы выбрали вверх. Так вот, когда тело прилетает в самую верхнюю точку, vy становится равной нулю. Тело-то останавливается. Но отсюда будет следовать, что gt равняется v нулевое на синус угла альфа. Вот. А t наша, это t1. Это время, в течение которого тело поднимается до наивысшей точки. Ну, значит, t1 равняется v нулевое синус альфа, деленное на g. А все время t, да, поскольку t1 равняется t2, то будет 2t1 или 2t2. То есть t2 тоже будет равняться v нулевое синус альфа, деленное на g. Поэтому время, которое мы ищем, t, это у нас 2v нулевое синус альфа, деленное на g. Все, задачка решена, все известно. Да, нужно подставить численные значения. И после подставки чисел вы должны получить 1,697 секунды. Ну, приблизительно 1,7 секунд. Занимало время полета этого шарика, который бросили под углом 45 градусов со скоростью 12 метров в секунду. Вот так вот решается эта задача. Но я сказал, что это первый способ. А есть еще способ решения задачи. Тоже очень хороший, на мой взгляд. Более, так сказать, ну как бы феерический, да? На мой взгляд. Вот. А смотрите. Вот помните формулу? X равняется x нулевое плюс v нулевое t плюс at квадрат пополам. Это формула для нахождения координаты в любой момент времени. Давайте переведем вот эту вот кинематическую формулу на нашу кинематическую формулу, только которая связана с движением тела под углом к горизонту. Итак, тело вылетело отсюда. Чему здесь равняется координата? 0. Хорошо. То есть x нулевое равняется нулю. Вот, начальное. Летит, прилетело. И чему равняется здесь координата? Снова равна нулю. То есть, если я сейчас запишу y равняется y нулевое плюс v нулевое yt, да, и минус gt квадрат пополам, ну, переведя вот эту вот кинематическую формулу на нашу кинематическую формулу, связанную с движением тела, брошенного под углом к горизонту, значит, прилетело, y равняется нулю. Улетело откуда? Отсюда. Тут y нулевое равняется нулю. Вот. Здесь все время 0 у нас. Y. Да? И что же у нас тогда получается? Вот это время превращается во все время движения. То есть gt квадрат пополам, ну, я перенес это в левую часть, равняется. Что такое v нулевое y? v нулевое синус альфа. И умножено это все на t, на все время движения. И смотрите, t сократил. И получаю отсюда, что время t равняется 2v нулевое синус альфа, деленное на g. То есть я получил то же самое. Красиво, правда? Вот. Следует запомнить. Вот.
Вылетело отсюда y0. Прилетело сюда тоже 0. Вот и все. Короче говоря, учите физику на самом суперском канале. ФЭП. Физика. Это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными, доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь, буду вам очень признателен и благодарен. Ну и, конечно, лайк не забудьте поставить. Все, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.